Приветствую! Вы на канале Realistic PS. И в очередной раз я хочу поднять тему РПЛ на этом канале. Да-да, казалось бы, что уже все обсудили, все поругали и можно на этом остановиться. Но пока те или иные мысли продолжают посещать мою голову, мне хочется поделиться ими с вами. В частности, в этом ролике я хочу порассуждать с вами на тему того, что Konami вроде как пытаются исправиться по отношению к РПЛ. Почему я так считаю, вы узнаете по ходу этого видео. Ну и перед тем, как мы ударимся в рассуждения и дискуссии, попрошу, чтобы вы не забыли поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и не забывайте про колокольчик, благодаря которому вы будете получать уведомления о выходе роликов и начале стримов. Итак, как я и говорил, по всей видимости, японские разработчики начинают пересматривать свое отношение к РПЛ. По моему скромному и необъективному мнению, на эту мысль есть несколько подтверждений. И эти самые подтверждения кроются в DLC для нынешней части. Началось все еще с Datapack 2.0, когда Konami в кои-то веки решили исправить комплектоформ для клубов РПЛ. Как вы все помните, тогда разработчики добавили всех спонсоров для Краснодара и ЦСКА, добавили мелких спонсоров для Зенита, а также не оставили без внимания обновленные нашивки РПЛ. Правда, тогда же для нашей лиги был добавлен лишь один новый фейс, а именно фейс Алекса Крала из Спартака. Но уже в следующем обновлении японцы добавляют целых 9 фейсов для игроков РПЛ. Что примечательно, если ранее не преимущественно добавляли их для легионеров, то теперь этот список состоял исключительно из наших футболистов. Подобного, если я не ошибаюсь, не было еще ни разу, за все то время, что наша лига присутствовала в PES. Разве что на выходе, когда добавили фейсы Смолову, Мирончука и остальным, но все же там было далеко не 9 новых лиц. Ну и помимо ранее упомянутых фейсов, также был добавлен и зимний мяч для нашего чемпионата. Если вспомнить контент для нашей лиги прошлогодней давности, то подобного не было и близко. Однако, это все так же не оправдывает разработчиков. Не оправдывает по той причине, что несмотря на все перечисленное ранее, наша лига все так же далека от идеала. У Тамбова все прежнее лого, по всей видимости, Konami ждут смерти этой команды. У все того же Тамбова, Урала, Уфы и Локомотива имеются проблемы с формами. Не буду расписывать все в подробностях, поскольку вы и так это все знаете. Что касаемо оформления для чемпионата в виде все тех же рекламных щитов и перебивок между повторами, то тут сказать трудно, поскольку те же самые логотипы они еще изменить могут. Самое главное, чтобы это не было под конец 21 части, как это было с Тамбовом. Но как показывает опыт, если Konami и обновляет рекламные щиты, то только на определенных лицензированных стадионах, как это было вот в недавнем DLC с Альянс Ареной и Эстадио Националь. Поэтому о полноценном чемпионате говорить пока что не приходится. Лично мне очень понравился весь тот контент для РПЛ, что был добавлен в двух последних DLC. Однако, Konami должны все еще продолжать эту своеобразную политику, в рамках которой они будут допиливать чемпионат. И только в этом случае это злосчастное соглашение начнет себя хоть как-то дооправдывать. И давайте даже не будем заикаться о стадионах, поскольку имеются куда более важные вещи, которые срочно необходимо исправить. Ну а как считаете вы? Продолжат ли разработчики радовать нас новыми фейсами и постепенным исправлением нынешних косяков? Обязательно отпишите в комментариях. Ну и я в свою очередь продолжу эту бессмысленную войну, указывая Konami на их ошибки в Твиттере. Того гляди, это получит хоть какой-то результат. Также не забывайте поддерживать этот ролик лайком, а канал подпиской и колокольчиком, если вы здесь впервые. Включив уведомления, вы автоматически попадаете в список вот этих красавчиков, так что присоединяйтесь. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и прочие активности. Услышимся в новых видео на канале Realistic PS.